Без преувеличения, это одно из самых интересных интервью, которое я получал за последнее время. Меня очень интересовала деятельность отдельных героических батальонов, которые возглавляются людьми с образованием 5 классов, не очень хорошей школы. Батальон УПА, его возглавляет некто Каханивский. Мы с ним давние знакомы, он на меня доносы писал. В общем, мне было интересно, безусловно, чем живут бойцы этого батальона, о чем они думают. Вот интервью с героем, который возвращался на Донбасс 3 раза. О чем он думает, чем он руководствуется. И вообще, мне кажется, это интересно. Я Тимчук Віталій Вікторович. Родився 20 листопада 90-го року. В Житомирській області, Попілянський район, СТ Попільня. Поїхав в Маріуполь у Сотню Святого Ісуса, що тоді воювала в складі батальйону Шахтарськ. Там получил ранение и, получается, вертолетом доставили в Днепропетровск. Азов, Днепр, Донбасс, ВСУшники. 4 сентября выписали, получается, из Днепропетровска. И 25 сентября, то есть с 4 по 25 я был дома, находился. Залечивал раны. Потом 25 числа, 25 сентября, поехал вновь в батальон уже Святая Мария. Друзья позвали, то есть уже что там нарешали друзья. Тут и цель, и идея, то есть все вместе. И вот мало того, и оформление, вот и защита Родины. Нам же рассказывали, что там русские войска. Я лично не. Против своих же. И вот тогда мы же думали, вернее нам все рассказывали, что русские войска везде есть. То есть форму надевают, например, там и нашу, и ДНРовскую, русские войска, и воюют против нас. Здравствуйте. До 16 ноября. Потом поехал домой. Так как не захотел оформляться сотрудником внутренних дел. То есть приказом министра МВД был создан батальон Святая Мария. Но вот именно официально людей начали оформлять только в конце осени. Не из-за этого. Не захотел просто стать милиционером. Да, вернулся в Житомирскую область. Работал в Житомире на мясокомбинате. Ну вот в дальнейшем, вы считаете, что с осени до весны работал. Потом, получается, военком вызвал. Просто позвонил, сказал, приди, явись, для уточнения данных. Он сказал, хочешь, не хочешь, я тебя, оформлю. Я подумал, что лучше через добровольчий батальон. То есть, когда захотел, приехал, когда захотел, уехал. Нашел ВКонтакте номер телефона АУН, ибо батальону, ибо сейчас со всех батальонов, что есть в Украине, где неофициально можно пребывать, так это только АУН. А через сеть контакт. Да. Все правильно. С оружием не знаю даже. Паспортные данные переписали, номер автомата, который выдали, записали, на эти паспортные данные.
и взяли номера родственников, и все. Ну, да. Ну, в жилых домах. Ну как, там уже никто не жил, в смысле? Вроде через неделю. Да, не полностью, осталось 25 или около 20. Не, Каханинский в это время в Киеве был. 12 числа нам сказали, что завтра, ну типа 13 апреля, пойдем в разведку на Вольво-центр. Вольво-центр. Ну там, где блокпост, в районе Песок, в районе Донецка уже получается. 13 утром, еще на рассвете, выдвинулись человек около 25. Вот, и на рассвете, получается, выдвинулись в сторону Вольво-центра. Уже были, ну, получается, наша пит-группа добралась уже до самого блокпоста, то есть уже возле самого блокпоста были. Добралась спокойно, тихо, и потом, как началась стрельба началась со всех сторон, по-моему. Вже змушені були відступати. Ну і тут я вже, когда в очередной раз перебегал, почувствовал, что что-то дало в глаз и что ногу поломало. Быстро. Потом меня тащили, мои же. Тащили от до одной воронки, потом до другой. Ну, до этого джут, вот тут вот в районе пояса наложили. Потом, когда одного из тех, кто меня тащил, ранило в голову, его быстренько перемотали и отправили, ну, быстрее вперед. Мне сказали, наверное, тебе придется подождать. Я сказал, ждать так ждать. И меня, получается, оставили. Я пока ждал, то джгут послабил себе, ну, полностью раскрутил. Думал, кровью стечь, ибо знал, что если, вернее, до этого знал, что если к вам в плен попаду, то и руку отрубают, и, ну, у нас так рассказывают, и крестики-нолики на спине будут играть ножом. И там, говорят, руку отрубают, говорят, с гербом руку то точно отрубают. Ухо отрежут, глаз отрежут. Ну не то, что и по новостях тоже, и те, кто тут был, ну, по телеканалам. Просто. И вот те, кто тут был, получается, их друзья друзей рассказывали. Ну, атошники. Не, конечно. Сейчас расскажу. Когда лежал в воронке, получается, послабил джгут, ну, чтобы стечь крови, чтобы вам не попасть в плен. Первым делом, когда ваши подошли, проверили, чтобы не было гранат, один с ваших, вот не помню позывного, вколол мне свой бутрофек, или как он? Да, бутрофек. И взял у другого своего кореша, тот другой говорил, типа, а если типа меня ранят, то у меня не будет бутрофек. Говорит, типа, тебе если что, потом найдем. Взял уколол мне двойную дозу, назад жгут зажал и отправили на больничку. Офигел, ну именно офигел от такой человечности. Просто нужно, если смотреть новости, то новости смотреть и те, ибо везде нас дурит власть. Везде нас дурит власть, везде нас дурят новости. То есть нужно не то, что слушать там кума, брата, свата, друга, а именно самому пытаться как-то узнать, вот именно конкретную ситуацию как-то пытаться узнать, в интернете найти и еще что-то. Ну, по-иначе просто никак. Ну, маме просто, чтобы держалась. Мама, папа, держите, все будет нормально.